Всем привет! Сегодня у нас расклад, какие уроки жизнь приготовила тебе. Ну, вы скажете: ой, опять уроки. Ну, а для чего мы пришли? Для того, чтобы пожинать уроки, как говорится, и идти дальше. Давайте посмотрим. В долгий ящик откладывать не будем. Итак, первый вариант. Солнце, паж жезлов и шут. Ну смотри, солнце, оно про урок о том, вот как открыться счастью, да, и своему внутреннему свету. Это одна из самых хороших карт, да, и она говорит о том, что жизнь готовит для тебя урок принятия собственной уникальности. Тебе предстоит осознать, что ты достойна счастья, что твой успех — это результат твоей работы и, соответственно, твоей внутренней силы. Не чьей-то там, а твоей. Ты часто преуменьшаешь свои достижения, ну или не замечаешь, как много уже сделано. И вот солнце, оно учит тебя видеть и признавать свой собственный свет. Ты должна научиться радоваться своим победам. Не сравнивать там себя с другими. Нужно понимать, что ты заслуживаешь радость, которую тебе приносит жизнь. И это будет урок о том, как быть в гармонии с собой, да, как позволить себе быть счастливой и быть уверенной в своих силах. Ты всегда стремилась к большему, и жизнь теперь показывает тебе, да, что пришло время насладиться плодами своих усилий. И этот урок, он будет о том, как перестать сомневаться в себе, как научиться принимать радость, как что-то такое заслуженное, а не случайное. То есть это твой свет, то есть твоя энергия, и она принадлежит только тебе. Ну а паж жезлов, он говорит, что для тебя идет урок о том, как новый этап жизни начать, с огоньком, да, со смелостью. Эта карта, она про новые идеи, там, проекты, энергию, которые появятся в твоей жизни. Ты столкнешься с такой ситуацией, когда потребуется выйти из зоны комфорта, и этот урок, он научит тебя доверять своим инстинктам, не бояться нового начала. Жизнь подталкивает тебя к тому, чтобы стать более открытой, да, для экспериментов, чтобы ты начала что-то новое, о чем, возможно, долго мечтала. Это может быть там какой-то проект, да, который зажигает тебя. Ну или какой-то новый опыт, да, который вдохновит. И паж жезлов, он научит тебя, что энтузиазм и страсть к новому — это те самые качества, которые помогут тебе продвигаться вперед. Ты научишься принимать вызовы, да, видеть их, в них не только преграды, да, а возможности для роста. И это урок о том, как важно не бояться пробовать новое и учиться на своем пути. Ты, потому что сейчас, в данный момент, да, ты сомневаешься в своих силах, да, думая, что там не готова к новым свершениям, но жизнь, она покажет тебе, что настало время действовать. Поэтому, как говорится, судьба сделает так, что ты ощутишь свою смелость, свою уверенность в том, что новые начала, да, они всегда ведут к росту. Ну а шут в сочетании со всеми этими картами, он говорит, что жизнь готовит для тебя такой урок, который связан с доверием к себе и к миру, там, с открытостью к новым возможностям. И этот урок, он о том, как быть спонтанной и смелой, да, как отпустить страхи, сомнения и позволить себе пойти туда, куда тянет тебя твоя душа, понимаешь? Шут, он научит тебя смотреть на жизнь с легкостью и оптимизмом, там, не боясь ошибок, риска и прочей ерунды. Этот урок не просто о том, чтобы доверять процессу жизни, да, но и о том, чтобы наслаждаться этим путешествием.
Ты часто была в своей жизни там слишком осторожной, опасаясь того, что вот будет дальше, да? Но жизнь, она говорит тебе, что пора отпустить контроль. Ты не можешь вот знать все наперед, да, и это нормально. А урок шута он в том, что иногда стоит рискнуть, да, пойти в неизвестное. И именно в этих моментах, когда вот мы отпускаем все страхи, да, и просто идем вперед, вот тогда происходят настоящие чудеса. Ты научишься не только доверять жизни, да, но и получать удовольствие от спонтанности, от того, что вот мир полон возможностей. То есть этот урок, он будет о свободе. Понимаешь? О свободе вот от ограничений, от там ожиданий, от страха перед неизвестностью. Шут научит тому, что вот жизнь — это игра, и в ней нужно быть смелой, открытой, чтобы вот по-настоящему наслаждаться ей. Подписывайся обязательно на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед с тобой рядом. Ну а мы переходим ко второму варианту. Десятка мечей. Жрица. И Иерофант. Ну смотри, десятка мечей говорит, что жизнь готовит тебе урок, связанный с завершением очень тяжелого этапа. Этот урок, он будет о том, вот как правильно завершить что-то, да, что уже давно должно было закончиться, но все еще это держит тебя в плену. Это может быть такая ситуация, которая причиняет тебе боль. Отношения, которые истощают твою энергию, или даже внутренние установки, да, которые мешают тебе двигаться вперед. Десятка мечей — это про отпускание, даже если оно сопровождается болью. Но здесь есть важный урок, да, то, что конец — это начало чего-то нового. Тебе предстоит осознать, что вот определенные вещи в твоей жизни, они больше тебе не служат. Они уже сыграли свою роль. И там продолжать держаться за них, да, за вот эти вещи, это значит продолжать вредить самой себе. И этот урок, он научит тебя вот как пережить сложные моменты и не позволить им сломать тебя. Ты можешь чувствовать себя вот на грани, да, как будто жизнь забирает у тебя все, что дорого. Но именно в этом и заключается урок. Через боль, через завершение, через вот это все приходит новое понимание того, что кто ты есть и что тебе действительно нужно. Жизнь готовит тебя к перерождению через боль. И это важно понять. То есть конец — это не поражение, это шаг к новой лучшей жизни. Ну а жрица, она говорит о том, что следующий урок жизни, он связан с интуицией, внутренним знанием, да, самопознанием. Жизнь, она учит тебе доверять себя. Жизнь учит тебя доверять себе. Заговорился. То есть доверять там своим внутренним ощущениям, да, голосу интуиции. И этот урок о том, как вот научиться прислушиваться к себе, понимать там свои глубинные потребности, идти по своему пути, даже если вот внешние обстоятельства, они говорят об обратном. Ты будешь вот находиться в ситуации, когда вот внешние советы, да, или там мнения окружающих, они оказывают на тебя давление. Но жрица, она показывает, что именно вот этот твой урок — научиться доверять своему внутреннему компасу, понимаешь? Ты сама обладаешь огромной мудростью внутри, да, и этот урок будет о том, чтобы раскрыть эту мудрость и начать использовать ее, как говорится, на практике. И вот этот урок, он научит тебя, что ответы на все твои вопросы, они уже внутри тебя. И что доверие к своей интуиции — это ключ к пониманию, как двигаться дальше.
Не всегда там логика или какие-то рациональные мысли могут дать вот правильные ответы. Иногда нужно доверять тому, что подсказывает сердце, что подсказывает внутренний голос. И вот жизнь покажет тебе вот, что истинное знание, оно приходит не извне, да, откуда-то, а изнутри. И это будет глубокий урок о самопознании, понимаешь? Ну, Иерофант — это про урок, связанный с обучением, получением и передачей знаний. И то есть жизнь готовит для тебя такой урок. Вот о том, вот как важно быть учеником и учителем одновременно. Этот урок, он будет связан вот с практическим обучением, да, ты будешь вот либо получать новые знания, либо сама учить других тому, что уже знаешь. И важно понять, что обучение — это не только вот про формальные, да, знания, но и про жизненную мудрость, которую ты приобретаешь через свой опыт. Ты окажешься в такой ситуации, знаешь, вот где перед тобой откроется новый путь. Это может быть возможность постигать что-то новое, да, там осваивать новые навыки, делиться своим опытом с другими. И важно научиться видеть уроки в каждом моменте своей жизни и применять эти знания на практике, конечно же. Этот урок, он покажет тебе вот, что обучение — это бесконечный процесс. Даже вот самые трудные моменты, они могут быть твоими учителями. А твоя задача — извлекать мудрость из каждого вот этого опыта, да, и делиться этой мудростью с миром. Жизнь, она учит тебя быть вот как учеником, да, так и учителем, осознавая, что вот знания приходят через опыт, а опыт приходит только через действие. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, обязательно оставь обратную связь, ну а мы переходим к третьему варианту. Королева кубков. Так, поправлю. Король пентаклей и смерть. Карты прилипают к коврику. Итак, смотри. Королева кубков, она, знаешь, о чем говорит? Что тебе предстоит вот пройти такой урок, который связан с глубокой эмоциональной мудростью, да, способностью вот быть в гармонии с собой, со своими чувствами. И урок этот о том, вот как важно не только понимать свои эмоции, да, но и способность управлять ими, не подавляя, а принимая и проживая их, понимаешь? Ты чувствуешь вот, что иногда эмоции, они затмевают твой разум. Ну или что тебе сложно контролировать, да, свои чувства там в сложных ситуациях. Но вот этот урок, он как раз научит тебя принимать там свои эмоции вот как силу, да, а не как слабость. И вот королева кубков — это про сострадание к себе, да, умение вот быть мягкой и поддерживающей не только там для других, да, но и для себя в первую очередь. И жизнь, она научит тебя тому, что для того, чтобы по-настоящему вот поддерживать других людей, сначала нужно научиться поддерживать себя. Понимаешь? Тебе предстоит вот осознать, что вот забота о себе, о своих эмоциях — это не эгоизм, это огромная важная часть твоего личного роста. И этот урок также о том, вот как развивать там интуицию, эмоциональную чуткость, чтобы вот лучше понимать себя, окружающих тоже. Ты раньше вот стеснялась своей эмоциональности, ну или пыталась ее скрыть. Но вот теперь жизнь, она покажет тебе, что это твоя сила. Ты научишься доверять своим чувствам, использовать вот их как ориентир на своем жизненном пути, понимаешь? Король пентаклей — это урок вот о том, вот как создать устойчивость, да, и материальное благополучие. То есть это урок о зрелости, ответственности, умении управлять деньгами, ну, вообще ресурсами.
Жизнь, она научит тебя тому, что вот для того, чтобы двигаться вперед, тебе нужно научиться строить надежные основы. Будь то там в карьере, в деньгах, в личной жизни, без разницы. Ты столкнешься с такой ситуацией, где тебе вот нужно будет взять на себя ответственность. Там, за проект, за отношения, там, за собственное будущее. И этот урок, он научит тебя быть практичной и разумной, не поддаваясь там импульсам, эмоциям, вот когда речь идет о долгосрочных решениях, понимаешь? И вот король Пентаклей — это умение думать наперед, планировать, да, там, строить свое будущее с уверенностью. И жизнь тебе покажет, что вот устойчивость — это не только там деньги, да, но это еще и внутренняя стабильность. То есть это урок, вот как важно чувствовать себя уверенно и надежно, зная, что у тебя есть ресурсы и возможность вот справляться с любой ситуацией. Тебе предстоит научиться управлять своими ресурсами. Я имею в виду временем, деньгами, энергией и так далее. И научиться управлять так, чтобы вот они работали на тебя, а не истощали тебя, понимаешь? Смерть — это про глубокие перемены, про трансформацию, да? И этот урок, он о том, вот, что жизнь, она готовит для тебя прям великую трансформацию, которая потребует отпустить вот все старое, да, что уже тебе там не служит. Это может быть завершение какого-то важного этапа в твоей жизни. Отношений, работы, образа мышления. Что-то вот, что уже давно тебе стало ненужным, но к чему ты, но за что ты все еще держишься, понимаешь? Смерть, она тебя научит тому, что перемены неизбежны. И вот этот урок, он научит тебя принимать изменения, да, с достоинством, с осознанием. Это не о потере, ни в коем случае. Это о перерождении. О том, вот как старое уступает место новому. Ты вот научишься тому, что вот иногда нужно отпустить то, что вот долго ты носила с тобой, но чтобы освободить пространство для чего-то большего, понимаешь? Жизнь, она покажет, что вот перемены — это естественная часть жизни. И чем больше ты будешь готова к этим трансформациям, тем легче тебе будет проходить через вот эти этапы. Смерть учит тому, что за каждой концовкой скрывается новое начало. И этот урок о том, вот как стать сильнее через изменения и так далее и тому подобное, через трансформации, да? И ты примешь это как неотъемлемую часть своего пути. Вот такой урок. Обязательно заходи в проживание арканов, заходи в манифест, эзотерическую библиотеку и в закрытые расклады. Ссылку ты видишь сейчас на экране. И помни, что дед всегда рядом.